Фармакологическое действие. Артрозан – нестероидный противовоспалительный препарат, обладающий противовирусным, жаропонижающим и анальгезирующим действием. Относится к классу оксикамов. Является производным инолеевой кислоты. Показания. Симптоматическое лечение воспалительных и дегенеративных заболеваний мышечно-суставной системы, сопровождающихся болевым синдромом, в том числе остеоартроз, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, болезнь Бехтерева, остеохондроз. Противопоказания. Гиперчувствительность к мелоксикаму или вспомогательным компонентам препарата, декомпенсированная сердечная недостаточность, полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение, воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, болезнь Крона в стадии обострения, цереброваскулярное кровотечение или иные кровотечения, гемофилия и другие нарушения свертываемости крови, выраженная печеночная недостаточность или активное заболевание печени, хроническая почечная недостаточность у больных, не подвергающихся гемодиализу, прогрессирующее заболевание почек, в том числе подтвержденная гиперкалиемия, детский возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания. Способ применения и дозы. Внутримышечное введение препарата показано в первые 2-3 дня лечения. В дальнейшем лечение продолжается с применением пероральных форм, таблетки. Рекомендованная доза составляет по 7,5 или 15 мг один раз в сутки, в зависимости от интенсивности боли и тяжести воспалительного процесса. Так как потенциальный риск побочных реакций зависит от дозы и продолжительности лечения, следует использовать наименьшие эффективные дозы и минимально возможным коротким курсом. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, находящимся на гемодиализе, доза не должна превышать 7,5 мг в день. Препарат вводится посредством глубокой внутримышечной инъекции. Содержимое ампул не следует смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами. Препарат нельзя вводить внутривенно. Особые указания. Препарат может изменять свойства тромбоцитов, однако не заменяет профилактического действия ацетилсалициловой кислоты при сердечно-сосудистых заболеваниях. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам, в анамнезе которых есть указания на язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, и пациентам, находящимся на антиагулянтной терапии. У таких пациентов повышен риск возникновения эрозивно-язвенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Условия хранения и срок годности. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 градусов. Хранить недоступно для детей. Срок годности 5 лет.